Всем привет, ребята! И сегодня у меня необычный выбор колоды. Разные колоды, которыми я буду пробовать играть. Ну, например, вот такая. Ну, что, конечно, топовые игроки класс прокачали колоду, ей шпарят, да? А Виола что? Виола не умеет играть почти никакой колодой, поэтому я могу играть любой. Правильно? Ну вот сейчас попробую. Эта колода, она близкая к той, которой я обычно играю. Сейчас вот я со своим соклановцем Данилом попробую ее протестировать. Ну, естественно, связка паук и три бомба. Ну вот у него Big Frost, видите? И все. И нет моей связки практически, потому что капец. Так, ладно. Ой, я еще и промазала. Ну, вообще. Класс, катастрофа. Собакоптер уже почти близко. Ну, ладно, он сейчас сдохнет. Так, ну, давай, выпускай. О, отлично, бомба залетела. Класс. Ну, этой колодой мне проще, потому что она пешеходная, понимаете? Как обычно я и играю. Это вот буду сегодня еще вам показывать другую колоду, конечно же, которой я вообще не играю. Вот то вообще как капец будет. Но смотрите, у него очень тяжелая колода. У него Big Frost, у него Драга, у него еще и большая бомба. Ё-моё! Ну, молодец, молодец. Парень комбо замутил, Виолке настроение подпортил. Так, ну давай. А еще и пухложук. Слушайте, у него что, безразмерная колода какая-то или что? Еще и Big Frost, и Драга, и собакоптер. В общем, все, что можно было, напихал туда. Но О, вот так мне нравится. Смотрите, как хорошо. Даже Big Frost улетел. Не, ну, конечно, в дружеской это не те уроны, нет рун, нет прокачки почти никакой, да, ну, что там. Но все равно в дружеске хорошо тренировать, это как проверка на тактику, понимаете, работает или нет. Вот поэтому я как бы и пробую в дружеской, потому что оно вот так вот даже иногда лучше, чтобы проверить, работает ли эта тактика с этой колодой в этих связках. Ну, залетай! О, как отлично залетело, аж 2 бомбы. Слушайте, видите? Ой, класс! Ой, спасибо, отлично, отлично. Так, ну, наверное, птицы на 100 хп не дополируют. Да, он бомбой прикрылся, видите? Бомба большая тоже хорошо закрывает башню. Ну, нормалек, нормалек. Но, по крайней мере, видите, у меня всего лишь... Что там? Ничего такого прямо кроме... Ой, так... Ну, защиты хватает, в принципе, я справляюсь нормально. Ну, давай! Вот, видите, класс. То есть вот такая колода, особенно на невысоких уровнях, очень даже, ребята, хорошо работает. Берите на заметку. Паук есть, кузнец есть, бомба есть, чем комбо сделать. Ну, вот, например, так, да? То есть класс. Сейчас 2 на 2 проверим. Ну, вот видите, молодцы, отбивается. О, молодец какой напарник мой. Видите, комбо какое с кластерной хорошее. Ну вот, мне кажется, что такая колода как раз для 2 на 2 не очень подходит. Она больше хороша для 1 на 1. Ну вот сейчас проверим. Ну, тут же еще в 2 на 2 все зависит от того, с кем ты играешь, какой напарник, какая у него колода, кто против тебя играет. Ну, то есть очень много нюансов. То есть, в принципе, конечно, если тактика отработанная, то можно и в 2 на 2 спокойно играть этой колодой. Так, особенно если... Ой, ну, не переворачиваешься. О, залетай. Отлично. Вот так хорошо. Хотела сделать одно, Ой, вы смотрите, как по морде получила жаба. Так, а вот теперь хорошо. Жаба и паук. Обычно в этой связке кто-то один зайдет. Ну, жаба, заходи. О, класс. Отлично. Видите, как хорошо? Виолка, так. Видите, еще тоже используют маленького бомболета, вот этого, летучку. Ну, сейчас чуть-чуть осталось, и забиваем, и заканчиваем уже эту игру. Ну, давайте, так, чтобы 3-0 вообще. О, если комбо сейчас залетит, ай, там птички летят, там не пробьешь. Вот это когда тяжелые колоды, куча всего, еще попробует пробиться в башню.
Так, оно все вот это летит. Ай-яй-яй-яй-яй, там маленький бомболет сейчас. Бомба! Класс. Она просто на шару закатилась. Ну, слушайте, ну можно брать эту колоду и в 1 на 1, и в 2 на 2, особенно если вы ее прокачиваете, и круто. А вот смотрите, другая колода. Но это уже очень тяжелая колода. А зашла я в пару с игроком, конечно же, с очень легкой колодой. А вот сейчас мы посмотрим, как это сработает. Тут и Биг Фрост, и Драго, и Виола, и Жаба, и... Ой, один огненный шар, смотрите, и все. И нет атаки. Огненный шар тоже хорошая штука, особенно если прокачанный. Ну давай, закидывай. Отлично, отлично. Так, идет магма. Так, ядерная. Хорошо. Ай, ну все-таки залетела нам бомба. Залетела. Так, он скидывает шар, чтобы освободить место для своей следующей комбинации. А что мне кидать, я вообще не понимаю. О, Биг Фроста я очень вовремя выкинула. Смотрите. Ой, ой. Нет Биг Фроста. Ай-яй-яй. А там еще и магма-голем, ребята. Ой, этот бамба-голем. Уже столько этих големов. Ну все, нет клеща. Видите, ядерная молния и нет клеща. Ну и смысл этой колоды? Ну, одна маленькая бомбочка, и то лучше работает, чем вся моя колода. Вот согласны, да? Слушайте, я бы из этой колоды, наверное, только ядерную молнию оставила. Вот по факту. Она вообще перегруженная, очень перегруженная. В ней напичкано все, но ничего толком, короче, получается. То есть хорошо, когда, ну, знаете, молодец какой бомбит, молодец. Хорошо, когда оно, вот, как я и раньше говорила, когда оно дополняет. А если просто все напихать, типа, я крутой, у меня куча клонов, и все тяжелые, пока они все выйдут, пока мана наполнится, короче, ну, вообще от них никакого толка, ну, забивай, да! Ну, приятно играть с крутыми игроками, конечно, я тут чисто для красоты побыла, но мы выиграли, и я поняла, что эта колода мне не нравится. Она сильно тяжелая, она перегруженная никакая. А вот если я эту колоду возьму, но поставлю вот сюда трамплин, потому что взрывная граната, вот эта, она у меня вообще не прокачанная. Сейчас я попробую с ней сыграть, чтобы сделать хоть какое-то комбо, но с трамплином. Так, трамплин, бомба, липкая. Ну, ай, не получилось. Ну ладно. Видите, когда трамплин прокачанный, в нем хорошо что? Он когда прокачанный... Так, мне сейчас рыцаря надо поймать. Споймала, так а толку? Ну, сосулька спасла. Когда трамплин прокачанный, траектория полета выше. А когда получается вот как в дружеской, и он не прокачанный, бомба с липкой летит низко. И можно забить только когда дорога свободная получается, либо что-то легкое на их пути по типу бабки. Ну вот сейчас я еще раз попробую. Так, липкая бомба. Ну. О, вот видите, прокатила. Урон, конечно, смешной вообще, капец. Обрыдаться можно просто. Ну реально, да? Закинула бомбу, липкую, комбо сделала. И чё? И ничего. Ой, еще целая башня у него осталась. Даже один ряд не... ну конечно. Если бы оно было в прокачке, если бы оно было в 1 на 1, то урон был бы лучше. Вопросов нет, да? Особенно если бы там руны еще стояли. Например, на обычной бомбе выше урон для башни, да? На липкой там еще что-то стояло бы. То вообще было бы круто. Давай, залетай. Ну, вот видите, не долетает. В дружеской слабовато, конечно. Но, как вариант... Класс! Но, как вариант, эта колода, конечно, хорошо. Но эта колода хорошо, когда она вся очень хорошо прокачанная. Когда все эти клоны на максималке и с рунами. Вот тогда зачет вообще можно все, что хочешь делать. Отбиваться каждые 2 секунды. У тебя все время мана есть, видите? Вот я липкую выкинула, и все, до свидания, рыцарь пошел вон от моей башни. Нет, не до свидания. Ай-яй-яй, он все равно зашел. Гадость. С мечом и без лошади. Ладно, прощаю тебя, рыцарь. Так, ну сейчас попробую. Вот, бомбочки. Ну давайте. Вот, ну немножечко спасла ситуацию, конечно. 1-1.
О, смотрите, какая сосулька прелесть. Либо на вот этих маленьких собачек поставить руну заморозки. Тоже тот же эффект будет. Круто. Только дешевле в мане. Вообще очень нравится мне эффект вот этих всех заморозок. Это очень классно. Старайтесь замораживать только поближе к башне. Тогда стрелы вашей башни, пока клоны заморожены, их добьют, понимаете? Вот так, чтобы они были вот совсем близко. Видите, и в них стреляют стрелы вашей башни. И это классно. И тогда их и добивают. Пока они заморожены, они не могут идти. Так, ну что. Так что, если вам нравятся легкие колоды, вот можете взять еще вот с трамплином. Тоже вариант. Очень даже неплохой. С сосулькой там. О! Слушайте, ну прям такое чувство, что я играю прям хорошо. Прям любую колоду Виола берет и вперед, да? Это все опыт, ребята, это все опыт, не обращайте внимания, такое бывает. Мне очень часто просто иногда может повезти, поэтому, ну что. Так, вот сейчас я попробую в 2 на 2, но с колодой, с кузнецом, но с другим напарником, у которого очень легкая колода. У Рокса у него легкая колода, у него комбо. А вот сейчас попробуем, как в этой связке оно сработает. Так, хорошо. О, хорошо. Очень даже хорошо. Кузнец, ладно, он сдохнет, не дойдет, но он, по крайней мере, защищает дорогу к башне. Это его тоже очень хорошая функция. Ай, не долетела? Нет, так не пойдет. О, отлично. Отлично. Паук спас ситуацию. Так, давайте. Так, и Ай! Слушайте, что-то этот торнадо мешает мне жить вообще. Вот реально. Он что-то вот вообще. О! Все, да не вопрос. Все, прощаю торнадо. Все, он мне уже не мешает, все хорошо. Смотрите, видите, бомба чуть-чуть не та траектория, и все, мимо башни. Так, ну давай, этот бомболет. А, и маленький залетел. Такие, выстреливай, бомбот, давай. Ну, о, так тоже неплохо. А ну, залетит, успеет? Нет? Нет, не успела, ладно. Но все равно неплохо. Так, летучка. Комбо с кластерной. Да, вот, видите, какое хорошее комбо. Простое, вот реально, да? Ракета и бомба. И все. И нет башни соперника. Класс! Ну, вот эта колода, да, она более-менее имеет место быть. Так, сейчас посмотрю с этой колодой в 1 на 1. Когда у напарника, то есть у соперника моего, тяжелая колода. Сейчас посмотрим, как я справлюсь. Когда якобы у меня куча маны, у меня есть защита, и идет куча тяжелых клонов, куча всего. Вот вы смотрите, и электричка, она же Виола, и Биг Фрост. Ну, в общем, все, что есть. Ребятки, напоминаю мне, кто смотрит мои видео в первый раз, подписывайтесь на мой канал. Badland Brawl, код автора поддержки Виола вводите. Вот, можете получить хрустальное яйцо на шару. О, у меня даже получилось этим шаром что-то поймать. Даже попала собаками. Слушайте, прямо герой дня я сегодня. Герой дня просто. Так, ну я не успею, наверное, трамплин, жаба. Ай! Ладно. Так, ну у меня хоть и куча маны, ребята, но куча этих клонов, которые вот это ко мне валят постоянно, это, конечно, сложно. Вот когда куча клонов, и даже если у тебя легкая колода, но особенно если она не прокачанная, то очень сложно играть. Вот. Поэтому очень часто даже на высоких уровнях топы могут проиграть игроку, у которого тяжелая колода, но вкачанная. Так что берите на заметку себе этот факт. Опять мне трамплин испортят. Да что такое? Моя же бомба. Ладно. Ну вот и что мне делать с ним? Вот смотрите. Вот идет Драго. Так, сейчас я попробую заморозить. Этих отбить. Этого отбить. Ядерная. Ну давай, ну делай что-нибудь ядерное. Заморозилась от Биг Фроста. Вот и все. И капец ей, видите? Надо было ее выше запускать. Так. Еще и промазала. О, ну слава богу, все хорошо. Так, давай, трамплин, спаси меня, ситуацию спаси меня. Нифига он не спасет мою ситуацию. Ой, там что-то залетело, но ничего мне не помогло. Так, сосулька, хорошо, ладно. Давай, ядерная, прибей их, прибей.
Так, хорошо, ладно. Сейчас попробую отбить вот эту бомбочку, чтобы она ко мне тут так... О, хорошо, хорошо. Споймала, споймала. Так, ладно. Но маны, видите, у меня предостаточно. Я не успеваю даже ее тратить. Ну вот реально. Так, ладно. Ну, эта колода тоже мне нравится. Вот трамплин можно прокачать. Я думаю, он мне лишним не будет. Очень интересно, можно делать комбо. Да ну куда ты? Ну ладно, проиграла. Вот видите, вот что значит тяжелая колода у соперника. И у меня даже не хватило ничего, чтобы ему забить. Ну, возможно, если бы это был... Если бы это был не трамплин, да, и комбо как у топов крутые, то, может быть, я бы и справилась. Но я же не такой крутой топ. Ой. Так, а вот я в эту колоду я поставила, видите, парящую. Тут у меня сосулька, обычная бомба. Вот, я сейчас вот попробую вот в такой комбинации сыграть. Плюс я взяла хваталу вместо шара, чтобы, если что, заносить парящую. Вот сейчас я в 2 на 2 посмотрю, как оно сработает. Лучше ли будет эта комбинация? Ну, в моем исполнении. Понятно? Ой, спасибо моему напарнику. Такой красивый удар нанес. А то я, как обычно, просто для теста. Так, хватало. А что хватало? А хватало ничего. Ай, еще и бомбу пропустили. Да ну. Так, ну давай, катись сюда. Так. Черт. Ладно, защитились. Защитились. Нет. Так. Ай, трамплин немножко спас ситуацию, но не до конца. Вот смотрите, как классно. Просто ракетой можно даже пузырь с маной раскрывать. О, куда ушел? Обиделся или что? Опа! Класс! Так, хорошо. Придержали бомбу. Отправили ее во свояси. И все. Ну, сейчас доиграем. Так, хватало. Вот, отлично. Видите, как хорошо. Донесет, не донесет, но по крайней мере, несет. Это уже хорошо. Ну, давай, залазь туда, Ну, о, липкая залезла. И наносим финальный удар. Вот, так, классно. Вот так, ребятки, берите на заметку эти колоды. Какая нравится, выбирайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам, что смотрите мои видео. Всем пока!